Еще раз всем доброй ночи. Показываю очередную порчу. Вы прекрасно знаете, что порчи – это одна из составляющих магии. Ни одна настоящая ведьма не падает в обморок при слове «порча». Она всегда готова к этому и знает, как на это отреагировать и как ответить. Дорогие друзья, сейчас показываю очень сильную вещь, которую вы нигде не увидите. Естественно, не стоит напоминать, что это только для практиков, понятное дело. Привязать душу. Точнее, для начала затащить эту душу в черный мешок, а после положить в сундук и хранить дома. Как это все происходит? 13 дней нужно ходить на могилу, оставлять конфеты, водку относить, разговаривать. Могила должна быть свежая, человек должен быть похоронен меньше, чем год назад, скажем так. Поскольку до года душа человека стоит возле могилы. Душа уходит тогда, когда разлагается тело. Именно поэтому нельзя заточить людей в каменные саркофаги, поскольку они там не разлагаются, а значит душа стоит рядом и мучается. Именно поэтому великомученики, которых хоронят и сушат, мучаются, стоя там. Именно поэтому их как бы берут в оковы, как в цепи, и заставляют работать на церковь. Хотя им нужно уйти на покой. Именно поэтому в языческие времена кремировали тело, освобождая сразу душу. Пока от тела не останутся одни кости, душа будет стоять рядом. Учитывая то, что мы едим сегодня, насколько мумифицировано все это, эксгумация тела иногда показывает лет через 10, через 15, что тело полностью, абсолютно не тронуто, скажем так, абсолютно в том же целостном состоянии, в котором было захоронено. Это говорит о том, что тела просто мумифицируются. Понимаете? То есть они не разлагаются, а значит душа мучается. Почему древние египтяне, мне задают вопрос, делали мумии, для чего они это делали, если действительно душа не может уйти от целостного тела? Так вот, они это делали для того, чтобы удержать душу человека на земле. Почему-то им казалось, что чем дольше будут удерживать, тем больше шансов человеку оживиться снова. И дабы он нашел, куда вселиться, его тело должно быть в сохранности, если вдруг он передумает вернуться с того потустороннего мира. Именно по этой причине они сохраняли тело. Именно по этой причине все профессора и ученые, которые скрывали гробницы, или воры, мародеры, которые грабили гробницы, были ужасно наказаны, потому что души ушедших людей, фараонов или вельмож, неважно, кто он там был, стояли рядом, поскольку их тело было еще не разложено по частицам, да, разным биологическим. Они стояли рядом, естественно, наказывали того, кто заходил и посягал на их надгробные имущества. Итак, 13 дней ходим на могилу, оставляем откуп, разговариваем, чувствуем душу. Чувствуем, хочет ли она с нами сотрудничать. Не заставляем. Если чувствуем, что нет, меняем могилу. Та душа, которая здесь находится, она была взята с кладбища где-то полгода назад, не сейчас. Мы можем взять, заточить душу в мешок, есть такой ритуал, закрыть и закрыть в сундуке. И кроме нас этого сундука никто касаться не должен. Так вот, полгода назад он заточенный ждет своего часа. Когда приходит час, ты его выпускаешь с определенным условием, что если он исполнит то, что ты сказала, значит он свободен. Если не исполнит, значит он возвращается обратно. В этом заговоре слово «ад» означает пекловые ворота, либо мучение. Не стоит принимать это дословно, поскольку для души метание между миров
есть мучение, он не находит себе покой. Он растерян, он не понимает, что он ушел или остался, что с ним происходит. Он испытывает практически, как мы испытываем физическую боль. Поэтому для души это очень мучительно. Отвлеклась, извините, потому что сзади какой-то невероятный запах серы и какое-то движение. Запах серы – это, как правило, вообще так пахнут демоны, так пахнут неупокоенные души. Но это нормально. Я сегодня творю такие ритуалы, что такие силы могут здесь ходить, и ничего удивительного. Итак, открывать при вас душу не буду. Фото врага должно быть под сундуком. Значит, последствия этого ритуала, что человек становится похожим на смерть, на саму смерть. Хилеет, становится бледный, глаза опадают и прочее, прочее. Все остальное вы в процессе услышите, что еще происходит. 13 дней тропой ведьминой шла я на погост. Задобрила душу, заманила в мешок. Душа ушедшая, ты отдана мне по закону древней магии. Ну-ну, лицо появилось перед камерой. Очень хорошо. Отныне моя власть над тобою вечна. Я обещаю тебе свободу, но не даром, а за службу. Прицепись к той, кому отправляю. Жри ее. Соки выпивай, в могилу сгоняй, удачу отними, здоровье забери, судьбу разбей, уничтожай. Отпускаю тебя, душа покойная, к ней на полгода. За полгода уничтожь ее и вернись назад, в свою обитель. Гореть тебе в аду, пока не исполнишь сказанное мной. Исполнишь – освобожу. Не исполнишь – в аду заточу. Выбирай. Заклято. После открываем коробку. Не буду показывать сейчас, потому что я потом отдельно это сделаю. Открываем мешок и освобождаем. В доме может произойти странная вещь некоторая, если есть домашнее животное, но перепугается, испугается. Если вы живете на верхних этажах, удивитесь тому, что возле окон появится нечто, такой темный силуэт, оно исчезнет. Это буквально пару секунд. Такого типа ритуалы делают только профессионалы и очень сильные профессионалы. Так что имейте в виду, если вы не уверены в себе, эту душу вы можете заманить на свою голову, навеки вечно прицепить к себе, а потом не отцепиться никогда, пока он вас в могилу не заведет. Так что, дорогие друзья, учтите, не трогайте ритуалы для профессионалов, если вы не профессионал. Но если вы со стажем ведьма, скажем так, грубо говоря, то флаг вам в руки. Спокойно делаете, оно получится в 2 счета просто. За очень короткое время. Всем удачи!